Мы привыкли думать о звездах как о чем-то огромном, ярком и существующем миллионы и миллиарды лет. Но представьте, что планета, на которой вы живете, расположена возле светила размером с Юпитер, светящего чуть ярче, чем уголек затухающего костра. Это мрачный, умирающий мир, не имеющий будущего. Он обречен на медленное остывание и погружение в вечную тьму и холод. Первый космический. Трудно поверить, но наше Солнце, которое мы привыкли считать относительно небольшой звездой, тяжелее 95% звезд во Вселенной. Существуют красные карлики, которые в 11 раз легче нашего светила. Однако и это не предел. В гигантском промежутке между газовыми гигантами и самыми маленькими звездами лежат удивительные объекты, которые называют коричневыми или бурыми карликами. Чтобы понять, что они из себя представляют, давайте вообразим процесс зарождения звезд. Согласно современным научным теориям, звезды и коричневые карлики рождаются в одной звездной колыбели. Когда газовая туманность, состоящая из межзвездного газа, постепенно сжимается под воздействием гравитационных сил, давление и температура внутри нее растет. Огромная туманность распадается на множество отдельных протозвездных дисков, каждый из которых в будущем может стать полноценной звездой. Дальнейшая его судьба зависит от того, как много вещества юная звезда сможет захватить. Если масса протозвезды превысит 8% от солнечной, то в конце концов в ее недрах неизбежно вспыхнет термоядерная реакция. Ядра легких элементов, таких как водород, дейтерий, гелий или литий, сливаются вместе, выделяя огромное количество тепла. Это тепло еще сильнее разогревает внутренности будущей звезды, заставляя все больше и больше вещества принимать участие в ядерном горении. Так реакция становится цепной и может продолжаться миллиарды лет, пока остаются запасы вещества, способного принимать в ней участие. Появляется новая звезда. Ее дальнейшая судьба зависит от массы и состава. Большую часть своего жизненного цикла звезда проведет на главной последовательности, а потом, скорее всего, превратится в белый карлик, нейтронную звезду или черную дыру. Что же будет, если масса зарождающейся протозвезды окажется меньше? Тогда давление, создаваемого гравитацией, не хватит, чтобы огонь термоядерной реакции разогрел звезду до того состояния, при котором реакция поддерживает собственное горение сама. Слияние ядер все же будет происходить, но тепла, которое выделится при этом, не хватит, чтобы звезда вспыхнула. Она будет медленно тлеть, пока не кончится вещество, способное принимать участие в термоядерной реакции. Ведь у каждого типа реакции есть определенная температура, необходимая для того, чтобы слияние ядер произошло. И если она меньше, ядра просто не смогут приблизиться друг к другу, отталкиваемые кулоновскими силами. Такое небесное тело и называется коричневым или бурым карликом. На самом деле, несмотря на название, далеко не все из них имеют коричневый цвет. Если бы мы могли увидеть их невооруженным взглядом, то большинство бурых карликов показались бы нам багровыми, оранжевыми или даже черными, в зависимости от температуры на их поверхности. Самые горячие бурые карлики имеют температуру не более 3000 кельвинов, что соответствует тусклому красному свечению. Большинство же из них гораздо холоднее, от 300 до пары тысяч кельвинов, и пик их излучения приходится на инфракрасный диапазон, невидимый для человеческого глаза. Для сравнения, самые холодные звезды имеют температуру поверхности около 4000 кельвинов. Излучая тепло в окружающее пространство, коричневый карлик постепенно теряет энергию и остывает. Термоядерные реакции в его недрах затухают, и небесное тело превращается в медленно остывающий шар сжатого газа, похожий на газовый гигант огромных размеров. Постепенно теряя тепло, коричневый карлик теоретически способен остыть до 4-5 кельвинов, фоновой температуры реликтового излучения Вселенной.
Однако самые холодные обнаруженные космические объекты этого типа имеют температуру около 300 кельвинов. За это сомнительное звание борются несколько небесных тел. Одно из них, Вайс 1828 плюс 2650, находится в созвездии Лиры на расстоянии 47 световых лет от Солнца. В настоящее время он считается самым холодным обнаруженным бурым карликом. Однако астрономы каждый день получают новые данные, и, возможно, скоро мир узнает и о более холодных объектах. Размеры коричневого карлика обычно близки к размерам Юпитера, а масса превышает юпитерианскую в несколько десятков раз. Например, объект Кора-3b, расположенный в созвездии Орла на расстоянии около 2200 световых лет от Земли, в диаметре очень близок к Юпитеру, но тяжелее его в 22 раза. Коричневыми карликами принято считать объекты, чья масса лежит в пределах приблизительно между 12,5 и 80 массами Юпитера. Все, что тяжелее – красные карлики, все, что легче – субкоричневые карлики, суперюпитеры или планема. Естественно, что заметить такие маленькие тусклые небесные тела в простой телескоп практически невозможно. Существование этих занимательных объектов предсказали еще в 60-х годах прошлого века. Но даже с помощью специальных приборов, исследующих небо в инфракрасном диапазоне, прошло много лет, прежде чем был замечен первый коричневый карлик. Это произошло в 1995 году. Находкой стал довольно горячий для этого класса объект под названием Тейде-1, находящийся в созвездии Тельца на расстоянии около 400 световых лет от Солнца. Температура его поверхности составляет 2700 кельвинов, а масса 55 юпитерианских или 5,2% от солнечной. В последующие годы было найдено множество других небесных тел этого класса. Только в радиусе 60 световых лет от Солнца их обнаружено около сотни. Всего же в нашей галактике количество бурых карликов оценивается от 50 до 100 миллиардов. Это составляет около четверти от всего числа звезд Млечного Пути. Ближайший же к Земле коричневый карлик расположен всего в 9 световых годах от Солнца. Коричневые карлики – довольно холодные объекты по звездным меркам, поэтому в их составе могут встречаться сложные соединения, например, метан. Температура же самых холодных звезд главной последовательности настолько велика, что электроны отрываются от ядер, превращая вещество в раскаленную плазму. Это делает невозможным существование даже простейших двухатомных молекул, например, водорода. Возле коричневых карликов могут вращаться планеты. Первая такая планета-спутник была обнаружена в 2004 году. Она вращается вокруг относительно теплого бурого карлика 2М1207, расположенного в созвездии Центавра на расстоянии в 64 парсека или 209 световых лет от Земли. Эта планета довольно крупная, в 4 раза тяжелее Юпитера. Могут ли планеты, обнаруженные возле коричневых карликов, быть обитаемы? Считается, что это маловероятно, но теоретически возможно. Так как бурые карлики намного холоднее звезд, их обитаемая зона гораздо уже и расположена близко к материнскому карлику. К тому же орбита планеты-спутника должна иметь крайне низкий эксцентриситет, то есть быть практически идеально круглой. Из-за того, что коричневый карлик постоянно остывает, обитаемая зона постепенно сдвигается все ближе и ближе к его поверхности. Однако расчеты показывают, что достаточно тяжелый и горячий карлик может создавать на своем спутнике условия, подходящие для жизни в течение 10 миллиардов лет. Хотя, безусловно, во Вселенной существует множество гораздо более комфортных для жизни объектов. А как вы думаете, каковы шансы найти хотя бы примитивную жизнь возле таких неприветливых небесных тел? Напишите свое мнение в комментариях. Мне очень приятно, когда вы оцениваете наш труд. Это побуждает выпускать новые и качественные фильмы для вашего удовольствия. А если вы хотите всегда получать информацию о новых видео, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы первыми получите уведомления о новых, интересных и познавательных видео. И услышимся!